пересдали чужой Lexus, и он просто уехал. В Дубае тоже угоняют тачки. В тот же день угнали 7 машин. 70% аварий, которые у нас случаются, превышение скорости. Нужно понимать, что эти машины созданы для того, чтобы ими наслаждаться. На них надо ездить медленно. Они банально могут не справиться с управлением. И они не представляют, что это такое. В местах, где нет камер, поставить какой-то рекорд. Да, там, 300 по максимуму, поехали. да. Ты не ощущаешь эту скорость. Если ты где-то что-то случайно там зацепишь, ты просто разобьешь машину в дребезги, тебя просто забирают тачку и сажают тебя в тюрьму. Друзья, всем привет! Новый выпуск на канале. Сегодня мы в гостях у Жени из Renty AI, одного из самых крупных прокатов люксовых авто в Дубае. Привет, Жень. Приветствую. И сегодня мы расскажем про этот бизнес, как он работает и как ребятам удалось захватить рынок. Давай начнем с цифр. Renty в цифрах. Сотрудники, тачки, бабки. На сегодняшний момент у нас автопарк достиг примерно 50 миллионов долларов. По сотрудникам, честно не скажу, но это порядка 80 человек работает. А сколько машин в парке? Вот? На сегодняшний момент в автопарке 305 машин. Mid-luxury сегмент, то есть это премиалка. Renty — это marketplace, либо чисто прокат авто. Расскажи подробнее про модель. Смотри, у нас получается холдинг-компания, в которую входит marketplace, прокат автомобилей и управление автопарком, автосервис и детейлинг. А с чего начиналось все? Как ты вообще пришел к этому бизнесу? Это очень долгая история. Я в Дубае уже больше 10 лет, и начиналось все с маркетингового агентства. Я работал, делал SEO-шел сайты, разрабатывал веб-сайты. SEO-шка жива еще, ребята. SEO-шка живая. SEO-шка жива. Ну и постепенно, потихонечку выросли до агентства. В 2018 году произошел кризис, мы развалились, распустили всю команду и решили перезаписаться по новой. В сентябре 2018 года с моим партнером мы запустили marketplace. То есть мы решили перебазироваться с продуктов клиентских на свой продукт. То есть агентство пришлось закрыть, да, в 2018 году? Да. А почему на тачки? Ты мечтал всегда запустить как букинг только в тачках? Для меня как бы идеальная модель бизнеса — это когда я с семьей там где-то на Бали, а мой IT-проект работает и генерит бабло там в крипте или еще где-то. Но это, наверное, мечта любого. Да. Я думал, что агентство — это IT-продукт раньше, понял? Когда мы начали это делать, этот продукт, мои мечты разбились об реалии. Marketplace не будет так работать, как я себе мечтал. То есть ты думал, что это будет работать как marketplace, ты сагрегируешь прокат, ты будешь передавать им лиды, они будут давать процент. Да. Почему не сработало? Потому что рынок Дубай в сфере рент-а-кара 5 лет назад и 10 лет назад — это вообще другое. Когда мы только пришли, у нас был один конкурент, Marketplace One Click Drive. Ну, чтобы ты понимал, у них вместо фотографий на какой-то там спорт, машину, были картинки. Это как? Ну вот ты хочешь арендовать машину за $1000, и ты заходишь на сайт и по картинкам представляешь, как ты типа, арендуешь Типа машину. аренда в недвижке, знаешь, такая Типа штука. того, да. У меня был опыт работы с рент-а-каром как агентство, и я увидел, насколько внутри там бардак. То есть там все начиналось с банального, что человек не мог в моменте получить нормальные фотографии. Если ты, допустим, хотел узнать доступность машины, тебе надо было подождать там 30 минут. И вероятность того, что тебе доставят именно эту машину, абсолютно не факт. То есть ты заказал там зеленый Huracan, тебе привезут там красную Ferrari. Еще хорошо, если ее реально привезут. Могут не привезти, либо привезти прокуренную, старую или еще что-то. Все работали на коленках, все творили, что хотели. На ровном месте там оштрафовать на 5, на 10, на 20 тысяч, потому что ты взял тачку, выехал, и у тебя что-то с колодками случилось. Тебе могли предъявить за резину. То есть это был полный бардак. Там, где бардак, там можно это оптимизировать и на этом заработать. Сформировать хаос, какую-то бизнес-модель. Да. И изначальная идея была в том, что мы создали календарь, внутренняя CRM-система, которая позволит отвечать быстро на вопрос, что доступно SEO компании для клиента. 2 года мы парились, мы пытались, но по итогу у нас не получилось. Почему? Потому что никто, во-первых, не хотел рассказывать реальный размер автопарка. Ты, когда приходишь в рент-а-кар, тебе никто никогда не скажет, сколько у них реально машин. Потому что если их мало, ты будешь казаться маленьким игроком. Но они себя позиционировали как некий, вот у нас есть свой автопарк, остальное они могут найти по рынку. И они эту модель всем продают. Ребят, вы хотите любую машину, хотите гелик такого цвета, такого, любой достанем, у нас все есть. Соответственно, это тоже усложняло, потому что мы даем календарь, если они ведут четко календарь, мы четко понимаем размер компании. То есть мы
контролируем полностью все, что у них происходит внутри. А им невыгодно это, естественно. Они не хотят терять вот эту вот гигантичность надутую, да? Да. Понятно, были результаты, мы там за 2 года, у нас что-то получилось, что-то мы почистили. У нас были реальные компании, которые в нас поверили, они нам давали свои реальные автопарки, и как бы из-за этого и, в принципе, Ренти вырос. За это я им очень благодарен. То есть есть рентакары, которые в нас поверили. Но в основном все говорили, что мы дурачки, крутили у виска и говорили, что ну, это работать не будет, смеялись над нами просто. Мы, получается, 19-й год все это запускали, мы там кодили, тоже стандартная проблема всех продуктов, то есть надо, короче, нахреначить кучу функционала, который никому не нужен по факту. Но мы типа думали, что вот мы сейчас дадим там четкую CRM-ку, там все будет работать, сами будете заливать, сделали программу, передали рентакарам, еще заняло достаточно много времени просто обойти пороги и реально, чтобы они начали нам доверять. Первая фича была, мы давали все бесплатно. Мы говорили, ребята, мы сами генерим лидов, мы платим за маркетинг, просто научитесь с нами работать. Несколько компаний на такое пошли, периодически там подкручивая нам руки и пользуясь всей этой историей. Прошел год, мы чуть-чуть подросли там по SEO-шке, у нас пошел первый трафик, и мы анонсируем январь 2020 года, мы начинаем монетизацию. Как 1 января мы там что-то получаем свою первую комиссию, типа там $50, и все, вот это был наш старт. 2020 год, 1 января. Проходит меньше месяца, начинается суета, начинается корона, и просто все останавливается. Абсолютно весь бизнес остановился в Дубае, в том числе рентакар. И мы принимаем решение не останавливаться. Местный рынок привык летом чилить. Если не сезон, бюджет на маркетинг не выделяется. И мы думаем, если мы сейчас, типа, вот этот период короны, неважно, сколько он пройдет, тогда никто не знал, сколько он пройдет. Да. Допустим, мы думали месяц, 2, 3. Если мы сейчас будем 3 месяца пахать без остановки, то у нас есть шанс как бы вылезти. И мы просто без остановки каждый день, зумы, разработчики, SEOшники, мы просто работали. И к моменту окончания короны мы заняли там топовые позиции. Лидирующие места. Да, я не могу сказать, что мы там прям топ-1 были, но мы уже собирали нормальный трафик. Ну, опять, что имеется в виду? Мы были в позиции, но людей нету, клиенты не едут, аэропорта закрыты. То есть мы просто поднабрали траста с Гугла. Да. Мы уже что-то как бы можем генерить, и пошли первые туристы. И мы понимаем, что наша история по комиссии не работает, потому что нас систематически обманывают компании. Как? К примеру, мы нашли клиента на гелик на месяц. На такой вот. Да. На тот момент гелик стоил в аренду там 45 тысяч в месяц, и у нас есть своя комиссия. Я не помню, ну, допустим, 5 тысяч. Да. Что делала компания, с которой мы реально работаем и даем им прямого клиента? Вдумайся. То есть мы же как бы не закрываем от них контакты, привезите машину. Мы говорим, вот клиент, привезите в Атлантис машину. Что делает компания? Они приезжают на тачке к клиенту и говорят, чувак, вот гелик твой, тебе нравится? Да. Звони Ренти, скажи, что, короче, ну, типа, мне машина не устроила, там, или скажи, я, типа, канцелирую, и я тебе, типа, 2000 дирхам даю скидку. Для То есть за 5, которую мы должны получить, они забирали себе больше. И таких историй масса там. Бывали ситуации, что просто привозили не ту машину, опаздывали, не заправленная, не мытая. И процент отказа, процент отказа составлял 70%. И вторая большая проблема, то, что клиент, когда получал первый раз машину, после этого мы вообще не понимали, что с ним происходит. То есть возврата клиента у нас, в принципе, не существовало. То есть LTV никого не было. Они себе забрали его, они сами продают ему, а вам ничего не отчисляют. Мы говорим, ребята, ну мы в маркетинге там не первый год работаем, мы знаем, что есть LTV. Какой у вас LTV? То есть сколько вы реально зарабатываете на этом конкретном клиенте? Они говорят, ну вот мы первый раз им заплатили комиссию, это вот ваше дело, все остальное вас не касается. Это был первый такой, знаешь, весомый момент, потому что, допустим, сейчас бизнес поменялся, сейчас привлечение лида иногда не покрывает даже первую маржу, которую ты зарабатываешь. На тот момент еще можно было там как-то спетлять. То есть я понимал, что ну там бизнеса нет. Просто они скамят, да? Да, они по факту вредные, скамят. жадные. Да. И типа, ну, я с таким как бы настроем понимаю, что мы потратили 2 года уже, мы уже там что-то заняли, а нам не дают нормально работать. И я прихожу в компанию и говорю, ребята, вы привыкли платить комиссию агентам, вы там 20% платите, 25%, мы берем 15%. Ну, типа, вдумайтесь. И мы до некоторых собственников достучались, мы начали им настраивать... До собственников автонь, да? Да, рент-а-каров. Мы начали как бы настраивать им sales-департамент, объяснять, как это делать там, допустим, какие-то трекеры, CRM-ки, рекорды звонков.
И как бы везде, короче, был трэш. Никто нормально не работал. Звонки слушаешь, там ну вообще трэш. Приходишь по концу месяца, ты знаешь, что ты им там насыпал 100 лидов, лиды качественные, 15 тысяч мы продали. А мы знаем, что это невозможно. И получается, по итогу бомбануло от того, что как бы все они скамят и кидают, что ты решил сделать свои тачки. Смотри, я не могу сказать, что прям все скамят. Есть адекватные рент-кары, и с некоторыми мы дружим до сих Понятные, пор. хорошие люди, Адекватные ребята, они знают, как делать бизнес, они понимают ценность машины, ценность привлечения клиента, они порядочные. Но в какой-то момент мы просто поняли, что самая главная ценность — это клиент. И клиент должен оставаться у нас. И первый шаг, который мы сделали мини-оперейшн команду, которая едет на доставку. То есть машина не наша, а наш оперейшн обслуживает То клиента. есть, значит, из того, что ваш доставщик, водитель приезжает, проверяет, что Да. она не битая, не прокуренная. Да. И это как бы сразу дало там 30% плюс. Мы такие типа, вау, ну как бы, значит, надо в эту сторону копать. Оттуда появилась LTV, потому что клиент с нашим пообщался, он его лично увидел, тот его там все Брендированная объяснил. одежда у вас у всех ребят здесь. Даже Да, в да, сервисе. да. И мы поняли, что деньги там. И мы начали эту историю раскручивать. И когда мы нашли, что реально есть LTV, мы просто обалдели от цифр. То, что мы давали, там, допустим, рент-карам, и сколько они по факту зарабатывали. И скрывали просто это под Они столом. просто, понимаешь, они, может, это делали не специально, но у них такой бардак в организации процесса, что они тебе никогда не скажут, что да, вот этот клиент пришел от тебя и там дам. То есть у них нет Просто никакого не знаю, контроля. он просто Они не Кто-то знают. позвонил, вот тачка, вот Хурикан стоит. Да, типа, да, да. Потом был также переломный момент, когда мой партнер, с которым мы это все развивали, он хотел выйти в кэш. И он говорит, слушай, это как бы IT-продукт, ему было интересно попробовать крипту, он говорит, слушай, я хочу типа пойти в кэш. кэш. Да, я говорю, ну, я пока не готов, я считаю, рано. Был желающий купить бизнес, и мы с ним обсудили, приняли решение, что было бы круто, чтобы, допустим, чтобы вышел мой партнер, и я зайду той долей, которую мне должны заплатить в бизнес, и мы откроем свой рент-кар, потестим. То Свои есть будет- машины в собственность. Да, свой рент-кар. И когда мы это сделали, мы поняли реально, где деньги. Потому что мы контролируем процесс от момента доставки машины до момента, когда клиент ее возвращает. То есть мы контролируем Прикольно. все. Но мы еще первый год продолжали брать чужие машины, потому что поток лидов был большой. И мы просто под этот поток лидов докупали. Потом в какой-то момент мы поняли, что наших денег не хватает. И мы думаем, проще взять деньги под управление, предложить эту модель. Да. Инвесторов привлекать. Да, мы Прикольно. потестили, оно полетело. Сколько вообще тачки в рент-каре ездят? Вот ты купил вот этот Кулинан, сколько лет он проездит? Смотри, когда ты покупаешь машину, есть очень много факторов, которые влияют на то, когда ты ее продашь. То есть первое, ты можешь купить дистресс-дил. Машину с рук, она будет дешевле рынка. Когда ее продавать, это вопрос зависит от многих факторов. Как она катается. Бывает машина мега удачная, она ездит суперово. Бывает, что это, в принципе, машина, которая пользуется спросом, но она просто не фартовая. То авария, то какие-то проблемы, еще что-то. И ты понимаешь, что лучше ее скинуть сейчас. Вот пока она имеет какую-то ликвидность. Поэтому продажа машины всегда зависит от многих факторов. Мы отслеживаем ситуацию на рынке по ценообразованию. Первое. То есть мы смотрим, к примеру, год заканчивается, машину нужно продлевать. Мы смотрим, сколько она сейчас стоит. Бывает ситуация, что ты купил машину, на следующий год она вроде бы самортизировалась на какой-то процент, 20 стандартно. 20, да, стандарт Да. амортизации? За 5 лет ее списывают в ноль. Ну, в лакшери-сегменте, можно рассматривать и меньше, как бы по стандарту, по бухгалтерии 20. Но ты смотришь, что она реально подешевела на 5%. А сгенерировала она, к примеру, 25% своей стоимости или 30%. К примеру, инвестор говорит, я хочу доходность больше, давайте переложим эти деньги. Тогда ты идешь ее продаешь и фиксируешь прибыль, потому что ты заложил амортизацию 20, а заработал 15 условно. 5 она подешевела, 20, разница 15%. Плюс она что-то сгенерила. А бывает ситуация, что ее надо в смерть укатывать. То есть, допустим, американки, они очень слабые на перепродаже. Мы стараемся не покупать американские машины. И ее проще докатывать, пока она вообще не развалится. Пока ее берут, да? Да. Хороший стандарт считается 3 года. Машина должна купиться. Но при сегодняшних реалиях рынка это может быть и 4 года. На очень премиум дорогих тачках, таких как Cullinan, период доходит до 5 лет. Есть машины, которые имеют хорошее resale value.
к примеру, Кулина, гелик, ты купил ее там через 2 года, ты можешь ее продать там буквально на 20% дешевле. Поэтому... Что тебе заработало, например, там, не знаю, $100 000, Да. и ты ее как бы продал, как бы то тело инвестиций, которые ты внес, когда ты ее из салона брал, ты считаешь, ну, как бы почти тоже вернул, минус 20%, а она Да. накатала 60%. Да. Вот 20% годовых за 2 года ты снял, по 20, да. Ну, условно, там, да, там надо смотреть, считать, ну, примерно. То есть дальше они уходят на перепродажу, то есть они отбивают себя там какую-то часть, не знаю, 50% стоимости, 70%, а потом вы их продаете и сверхприбыль еще извлекаете. Получается, да. То есть у нас модель бизнеса, мы зарабатываем не только на аренде, мы зарабатываем и на покупке, и на продаже. То есть для нас очень важно купить ниже рынка. Мы никогда не пойдем и не купим машину, потому что у нее какой-то уникальный салон, мы никогда не заплатим премию. Там нет бизнеса. То есть наша задача купить машину по адекватной цене, откатать ее по рынку и продать по хорошей цене. Вот тогда мы фактически закрываем цикл и получаем конкретную прибыль по машине. Сколько считается вот в году, что тачка арендуется? Там 100 дней, 200 дней, там 50 дней? Зависит от сегмента. Супер-лакшери сегмент. Машины будут кататься. Если она катается 150 дней, это хорошо. Это хорошо. Вот это супер лакшери сегмент. Да, это супер-лакшери. Вот опять-таки период после короны, когда сюда все щеманулись, они там и 200, и 230 катались. Даже Rolls-Royce, да? Да, они как раз только появились, это была новая машина. А если ты берешь там какой-то средний сегмент, там S-класс должен кататься там 200 дней. Там BMW, допустим, восьмерка, она должна кататься где-то, ну, 170-180. То есть Какая тачка еще самая сейчас выгодная, которая приносит больше всего бабок? гелики хорошо катаются, хураканы катаются хорошо, какие-то старые модели Rolls-Royce хорошо катаются. Я могу так сказать, что новые модели, там уже математика другая. Потому что машины очень дорогие, Да, сильно и выросли. люди не начало. готовы столько платить сейчас. Сейчас такой, знаешь, какой-то переломный момент, когда человек не привык еще платить такие деньги, там, допустим, за BMW. Вот он привык, что, допустим, пятерка BMW стоит определенную сумму денег. А сейчас это ценник на 30% выше. И надо время, пока он осознает, что рынок весь такой, то есть все подорожало. Я знаю рент-а-кары, у которых машины месяцами стоят. Это большие убытки, плюс операционно это дорого. Ну, там, аренда в Дубае не дешевая. Команда, риски, штрафов, салики. Ну, короче, там Сейчас много там про нюансов. штрафы, про диких водителей еще поговорим. Какая самая дорогая тачка у вас в гараже? Самая дорогая у нас стоит там $600 000 примерно. $600 000. В среднем там 400-500. Допустим, Ferrari, F8, они стоят по 1,5 миллиона. Да, еще практические вопросы про тачки, которые вот мне интересно, когда я смотрел у тебя, смотрел в московских прокатах. Почему везде ограничение 150 км в час? Ну, вроде, она может и 300 ехать. Это, наверное, тоже может 250 ехать, Rolls-Royce. Почему это? Потому что дальше опасно, либо какая-то есть статистика. Почему вы там запрещаете больше 150 ехать? Ну, во-первых, есть ограничение километража в Дубае. Типа максимальная скорость по дубайским дорогам 140 в определенных участках. По городу, там, допустим, по Шахзаиду 120 километров, на объездной там 130. То есть, ну, как минимум, это очень серьезные штрафы. Если ты мчишь на большой скорости там, по городской дороге, где сумасшедший трафик, то ты уже, в принципе, опасный водитель. И если ты еще и начинаешь шашки делать, там, объезжать, то тебя просто могут хлопнуть полиция и как бы забрать у тебя машину. Это первый фактор. Второй фактор. 80% ребят, которые арендуют машину, берут ее в первый раз. И они не представляют, что это такое. Это не машина, в которой там 200 лошадиных сил. И, естественно, машина очень мощная, и многие не знают, как на ней ездить. То есть они банально могут не справиться с управлением. Если ты летишь на машине в 200 км в час, она создана для того, чтобы на такой скорости ездить, и ты не ощущаешь эту скорость. Если ты где-то что-то случайно там зацепишь, ты просто разобьешь машину вдребезги, она не подлежит восстановлению. Как бы вероятность того, что ты выживешь максимально, потому что они, это спортивные машины, они созданы, там идет, там рама достаточно крепкая, но ты просто разобьешь машину. Поэтому скоростной режим очень важен. И, в принципе, нужно понимать, что эти машины созданы для того, чтобы ими наслаждаться. На них надо ездить медленно. Это факт. Почему-то все считают, что если это спортивная машина, то ей надо по полной дать, да, там, 300 по максимуму, поехать, да. И поставить какой-то рекорд. Я, наверное, я понимаю таких людей, которые впервые машину попробовали, но это очень опасно. И самая большая проблема, что люди едут в места, где нет камер, и выбирают места, где нет машин. А здесь есть, да, где-то в Дубае, в пустыне, наверное, есть, трасса? да. Можно уехать там в сторону Фуджейры, найти участок. Там другая проблема.
когда на дороге мало машин ездит, там появляется слой песка. Как поземка зимой снега, так же Да, наметает. очень похоже. И если человек не знает, как правильно двигаться на машине, он может просто не справиться с управлением и улететь в кювет. Ну, то есть улететь там в песок, в забор, куда угодно. То же самое, да, в песок Да. тоже минус. То машин. есть 70% аварий, которые у нас случаются, превышение скорости. Люди просто не справляются со скоростью, подпрыгивают на хампах, вылетают, там, не входят в поворот и разбивают машину. А у вас, я знаю, есть система, что если ты 3 раза превышаешь скорость, вы шлете алерты клиенту, слушай, чувак, не гоняй, а потом можете удаленно тачку выключить, да? Да, имеем право. Но это как бы, когда клиент берет нашу машину, он подписывает наши условия договора, как он должен управлять транспортным средством. Ребята, которые живут в какой-то параллельной реальности и думают, что если у них есть страховка, они могут творить с машиной, что хотят, они очень ошибаются. Это могут подтвердить наши юристы. У нас бывает ситуация, когда люди просто начинают быковать. То есть он размотал машину, он выходит и говорит, слушайте, ну как бы с кем не бывает, у вас будет, ну типа страховка, пожалуйста, типа до свидания. Но по факту, машина на простое, у нас убытки, и он нарушил правила использования транспортного средства. И мы можем юридически засудить человека. Мы не идем на эти ситуации, если клиент ведет себя адекватно. Если он Страховка покроет, да, если она была правильно оформлена там? У нас полная страховка идет, но есть как бы страховой случай, а есть нарушение использования транспортного средства. Если человек не виноват в аварии, страховка покрывает. Если же человек каким-либо образом повлиял на эту аварию, то он может заплатить штраф. Слушай, а тачки угонять в Дубай? Казалось бы, в Дубае ты можешь идти ночью вот так вот с роликсами, там, можешь вот так вот 2 пачки баксов нести, никто тебя не ограбит. Вот, но я живу в Аргентине, поэтому для меня как бы Дубай это супер безопасное место. Но угоняешь ли тачки здесь? Смотри, на самом деле Дубай очень безопасное место, но как бы надо всегда помнить о безопасности, ну то есть все равно не стоит там оставлять, очень много видосов гуляет, там кошельки оставляют на капоте, машину оставляют открытой. Здесь хватает мошенников, здесь воруют, и да, машины здесь угоняют. А куда они ее денут? Ну, Дубай, ты куда? Где ты ее разбирать будешь? Или что они делают? Ну, есть 2 варианта. Первая машина просто разбирается по запчастям. Это мое предположение. Второй вариант, ее просто в контейнере увозят по поддельным документам. У меня был реальный случай 1,5 года назад, в мае это было, 22 года. У нас украли Lexus, который мы взяли у другой компании. То есть мы пересдали чужой Lexus, LX 570, и он просто уехал безвозвратно. Мы искали машину 6 дней, там подняли на уши всех, полицию, всех, ну... GPS был в получилось. машине? Да, Спутник? GPS был, но ребята, которые угоняют тачки, они крутые специалисты, они знают, как глушить GPS, Глушилки как их кинули, снимать. Там целая история была, там, с погоней нас там заводили в заблуждение, отключили GPS, кинули на другую тачку, эти GPS выкинули в пустыне, там с разбирательствами, ну, короче. это Какие-то целая такие штука. про-ребята были. Ну, поймали их в результате? Нет, нет. Или Ну, и как Lexus бы, уехал, да? Понимаешь, есть такой нюанс, то, что в Дубае, если не пострадал человек, все остальное покроет страховка. То есть, как бы, угон машины, я не хочу сказать, что они, типа, вообще ничего не... Ну, они реально что-то помогали, что-то делали, но по итогу мы попали на деньги. Страховка возместила не всю сумму, какую-то часть пришлось нам оплатить. Ну, Мы угнали попали. тачку у вас, ничего Да, себе. тачку Поэтому, угнали. ребята, Ну, в Дубае тоже угоняют тачки. в тот же день, это были праздники, в тот же день угнали 7 машин. И как бы это стандарт, ну, это достаточно частая практика. То есть угоняют. Не так, что ты там поставил тачку. Очень любят угонять у рент-а-каров, потому что они находят лазейки как бы и пользуются этим. Потому что легальные ключи можешь получить, Ну да, завести. там, ну, много нюансов, начиная от подделанных документов там и так далее. Раз чуваки берут эти тачки часто погонять, какие штрафы? Я слышу, что штрафы в Дубае за превышение скорости прям прилично. Да. Превышение скорости на... То есть если ты, допустим, знак 100, допустимая норма 20 километров, превышение на 1-2 километра — это 700 дирхамов штраф, 720. 200 долларов. Ну, чуть меньше, да, 200 Ну, долларов. 180 В долларов. Абу-Даби чуть меньше. В Абу-Даби там в 2 раза меньше цена. Но в Дубае, допустим, ты можешь оплатить абсолютно любой каприз. Там, если ты втопил, там, допустим, превысил на 50-60 километров, то там просто ценник выше. То в Абу-Даби при превышении определенной нормы, я вот не помню, по-моему, 80 километров, вот если ты типа там по 200 топишь, у тебя просто забирают тачку и сажают тебя в тюрьму. То есть там очень серьезно. В Там Абу-Даби более очень строгий жестко. Эмират, Да, да? там очень там жестко.
А сколько вот, если я 250 еду, и камера сфоткала, не полиция поймала? Это надо смотреть. Честно, я не помню там в цифрах. Ну, вот До я же тебе косаря говорю, там, долларов, да? ну, я же говорю, тебе не просто дадут штраф, тебе еще накинут за... Тебе поставят черные точки, типа как до лишения прав. И там есть какой-то лимит, надо посмотреть просто. В общем, так 3 раза где-то проедешь, и все, да, заберут права. У нас были ситуации, когда клиент просто по Шехзаиду вот так тушил сначала там от GLT до Дубай-мола, ну, до даунтауна, и просто вспышки одна за другой. Такое тоже бывало. Но это типа там человек просто сразу там 10 тысяч евро должен отдать за штраф. Какой у вас сейчас состав команды? Сколько айтишники, сколько операционщики, сколько водителя? Именно по рентакаровской теме работает там порядка 80 человек всего. IT-проект — это отдельная история, там отдельная команда, там у нас трудится порядка, наверное, 40 человек. Я, честно говоря, я не считал, потому что ты же знаешь, как в IT очень много ты там что-то аутсорсишь, что-то фрилансеры, то есть именно в штате там, ну, допустим, 40. А там под фриланс там под сотню может да, еще быть, да. Да. Да, то есть ты там периодически кого-то еще добираешь, мы там, допустим, берем сразу на парт-тайм, потом уже там до фулл-тайма доходим. А вот в рент-а-каре здесь... До 80 человек. До 80? Порядка 80. Пойдем посмотрим? Да, пойдем. Здесь у нас, получается, сидит CRM-департамент, потому что в Дубае очень жестко зарегулированы правила по поводу регистрации договора с клиентом. То есть мы должны абсолютно каждое действие в рамках закона провести по регламенту. То есть у нас там каждый агримент заполняется в TAR-систему для полиции, RTA и, соответственно, в наши CRM-ки внутренние. И здесь департамент CRM контролирует весь процесс. То есть у нас в день бывает там 30-40 доставок в среднем. Ваших тачек, да? Да, то, что мы доставляем. Ну и, соответственно, может быть столько же сборов, потому что много посуточных аренд. И они, по сути, здесь там разные департаменты. Есть логистика, есть департамент там TAR-системы, есть департамент именно нашей внутренней CRM. Ну и они там между собой уже делят разные полномочия. Плюс мы управляем несколькими компаниями, соответственно, чуть-чуть усложненная система. Понял, многослойно. Да. А это все ключи от ваших тачек, да? Да, мы уже чуть не помещаемся. Нужно новые по стенды. чуть-чуть, да, мы по чуть-чуть добавлять будем. Но здесь мы как бы сделали, то есть это помогает легко определить, какие машины в наличии, какие катаются. 30 машин сейчас в автопарке, остальное катается. Но, опять-таки, много машин, то, что в гараже видите, это все сейчас уедет. То есть это машины, которые готовятся, да. Здесь мы держим машины, которые уезжают. Те машины, на которые нет брони, они стоят на другой парковке. Да, понял. Вообще классный офис. Да, спасибо большое. Ну, главное, чтобы он был удобный, знаешь. Чтобы всем было по кайфу работать, уютно, удобно, здесь функционально. Да, ну, то есть у нас как бы стандартно там финансовый отдел, финансы большой, маркетинг. Тут маркетинг? Маркетинг, да, ну, маркетинг у нас здесь слева. Дальше HR-отдел. А это твой кабинет? Да, это мой кабинет. С шикарным видом на самые дорогие тачки в мире. Да. Класс. Окей. Мечта. Сидишь и наслаждаешься машинами. А дальше, ребята, мы продолжим уже в подкастной студии, где больше поговорим про бизнес. Друзья, мы переместились в студию, чтобы дальше продолжить разговор про рынок люксовых авто в Дубае. Давай поговорим немножко еще про рынок люкс-авто. Кстати, почему именно вот нишу люкс-авто ты заходил? Не другие, не эконом, не мидл. Наверное, детская мечта работать с красивыми машинами повлияла на выбор. На самом деле у меня был опыт взаимодействия с экономами, такой достаточно недолгий, и с люкс. И я просто понимаю, что те же самые телодвижения происходят как в экономе, так и в люкс-сегменте. Но в люкс-сегменте чек выше. То есть это как бы, наверное, основное было правило. То есть я понимаю, что зарегистрировать машину,
там, довести ее клиенту, что-либо с ней сделать, ты потратишь ровно столько же времени на Kia Picanto, которая стоит там $8 000, и столько же времени на Rolls-Royce Cullinan, который стоит там $600 000. Поэтому выбор Маржа был очевиден. несоизмеримая. Да. И я понимал, что, как бы это странно ни звучало, на эконом у меня денег нету. Потому что в экономе, чтобы там была маржа, нужно двигаться там в тысячах машин. А в люкс-сегменте можно прикупить себе 10-20 машин, и у тебя уже там будет что-то получаться. В экономе все по-другому. В экономе тебе нужен огромный operation, тебе надо 3-5 тысяч машин в наличии, да, и тогда ты начнешь ловить какую-то доходность. Ну, если мы говорим про эконом, то это какой-нибудь Hertz, Avis, вот такие, да, ребята? Да, но у них тоже есть такой более мид-сегмент, чуть повыше, но основная масса машин — это эконом, да. Ну да, классический. Да. Кстати, Avis вообще плохая компания, меня кинули. Я тоже Авис кидал. И Авис, и Sixt меня кидал. Не берите у Avis машину. Короче, я привез тачку во Франции на парковку, по кругу сделал видос. Они ее разбили на парковке после того, как я уехал. Вот, почему я поставил на парковку, там буквально столбы были такие просто отгорождено, а надо было сдавать вот через этот столбик. Они сказали, мы с юроделом с их переписывались, мне 900 евро списали, они говорят, ну, типа, вы же не на нашей парковке как бы сдали, а на соседней. Я говорю, ну, ваш менеджер сказал туда поставить. Он говорит, ничего не знаем. И они разбили, короче, когда парковали тачку, разбили бампер, вот, и, суки, сняли с меня $900 с камеры. Это стандартная практика. Если ты вообще, я не знаю ни одного человека, который вот активно берет машины в Европе, который не сталкивался с проблемами европейских рент-а-каров. Ну, то есть они, в принципе, отбитые вообще. Слушай, а как владелец рент-а-кара, посоветуй, как сделать так, чтобы у тебя не могли списать депозит? Как бы, может быть, можно виртуальную кредитку выпустить, чтобы они ничего списать не могли? Ты имеешь в виду в Европе? Да, в Европе. Ну, чтобы они так не заскамили. Я прям так тебе посоветовать не могу. У меня никогда не стоял такой вопрос. Это нужно прям посидеть, помозговать. Я просто могу единственное посоветовать, что просто внимательно ознакомливайтесь со всеми юридическими моментами и берите максимальную страховку. Тогда вы реально застрахуете себя от таких случаев. Ну, просто смотри, ты пойми другое, то, что если ты, к примеру, блокируешь карту, и эта карта по банку, ну, банк не может снять транзакцию, то как бы у банка будут к тебе вопросы. То есть можно через виртуальные карты сделать, там, через криптокошельки, но, насколько мне известно, большинство европейских стран, они принимают только кредитные карты. И эмитент должен быть нормальный банк. Да, то есть это должен быть нормальный чтобы потом банк. тебя Поэтому заскамить какая-то. они на этом и строят бизнес. То есть они понимают, что они абсолютно при любом раскладе заработают свои деньги. Безнаказанный совершенно ты улетел, допустим, не знаю, в Москву, в Буэнос-Айрес, там, и из этой Франции, ты что, поедешь разбираться туда за $900? На это и рассчитано. Но как бы на самом деле, я же говорю, ты вот возьми просто ради интереса, почитай отзывы, зайди в какой-то Авис Я их писал, локально. я знаю, Да, я их трэш писал просто. сам, да. Я тоже, я нанервничался, я там с Сикстом пересекался в Германии. Тоже я там везде, где можно было, попал. И все мои знакомые, то есть это просто, знаешь, есть такая, как бы люди в Дубае очень сильно разбалованы вот этим лояльным отношением в рент-а-карах, потому что они либо никогда не снимали в Европе, либо вот у них какое-то свое неправильное понимание того, ну, что они берут на себя реальную ответственность. И я там, снимая какую-то недорогую там BMW, брал на себя огромнейшую ответственность, несравнимую с тем, что здесь берет на себя человек, там, снимая Rolls-Royce Cullinan. Поэтому для меня Европа со своими правилами, ну, это просто какой-то трэш. Ну, это как-то странно делать бизнес на обмане клиента, просто ну, на вот этих вот хитрых, знаешь, там перерасходовал литр бензина, там сдал на 50 грамм меньше, то есть какой-то скам-бизнес, который не на клиента нацелен. Ну, потому что, наверное, туристы в Испанию приедешь в следующий раз, возьмешь другой компании, и вот так вот. На самом деле это не так. Смотри, я не верю в то, что они это делают целенаправленно, особенно в крупных компаниях. Это просто, это как бы последствия устаревшей операционной системы. Раздолбайся в сотрудниках, Да. отсутствие контроля качества. Да. То есть я не думаю, что они прям пытаются тебя кинуть, понял? Ну просто вот пример, допустим, как у меня было. Вот у них CRM-ка построена таким образом, что если ты подошел к их офису, там, условно, в 12 часов, то у тебя в системе будет контракт открыт в 12. Ты там стоишь 2-3 часа ждешь, пока тебе выдали машину, и они говорят, ну извините, вы должны вернуть в 12.
И они ничего не могут с этим сделать. У них как бы в CRM стоит это правило. Да, понимаешь? бред. Я тоже 2 часа ждал эту машину, несчастный, хотя я был первый. Ну, и потом я возвращаю машину, допустим, в 2 часа дня, они мне насчитывают экстра дей. И я с ними там скандалю, что-то доказываю, а сидит просто девочка там на ресепшене, там, ну, в customer support, она ничего не может сделать, потому Даже что у если нее хочет, кнопку да. нажал, кнопку да. То есть у них, понимаешь, у них нет абсолютно никакой системы исправления этих проблем. И они особо не парятся. И в этом как бы для таких компаний, как мы, это большой шанс обогнать их на дистанции там, в 5 лет. Потому что мы понимаем, что это не будет так работать, и что это очень сильно негативно влияет на Пользовательский опыт бренд. просто, Да, да. конечно. А они не парятся, но они Мгм. привыкли, что как бы для них это нормальная практика, ну, негативный отзыв. Поэтому они, ну, видно, что они устаревшие в этом плане. Ну, круто, что в Дубае так не работает, потому что будут плохие отзывы, тебя не будут брать. Да. Знаешь, ну, типа, мы чуть погрузились в эконом со своими болями, с Ависом, Херцем и прочим. Про Дубай хочется немножко еще поговорить. Я помню, наверное, в 22 году, наверное, пик был. Всякие блогеры открывали автопрокаты, собирали бабки, давайте купим 10 Феррари, будем их сдавать, доходность там 20-30% годовых. И, насколько я знаю, большинство из них сейчас банкроты просто, компании просто растворились, их нет. Так же это, да? Ну, да, да. Я не знаю ни одной компании, которая с того периода осталась на рынке. Почему так? Это очень сложный бизнес, операционно. Мгм. Достаточно дорогие лиды. Рынок не такой прям красивый, как его все себе представляют. Он сложный. И все эти факторы, они влияют на конечный результат, который они получили. Ну, давай начнем с того, что они прогарантировали какие-то проценты инвесторам, допустим, там 12, 15, 20 годовых, представляя, что они заработают, допустим, там 40. И они просто хотели вот эту разницу арбитражем, положить да. в карман, да. Они посмотрели на все это, подумали, что это работает, начали пробовать, по итогу это не работает, это все развалилось. В моменте на нас это повлияло тоже плохо, потому что когда машина вообще не катается, они начинают демпинговать. Демпинг — это, ну, Самая нету плохая разницы. стратегия, да. Нету разницы, если ты Феррари купил, если ты можешь снять Феррари за $1000, а они тебе сдадут ее, допустим, за 800. Но смысл им идти арендовать за 1000. То есть разницы в машинах нет. Разница именно в операционном подходе, в сервисе. И это как бы нас в моменте тоже существенно задело, потому что рынок, предложение стало больше, то есть конкуренция стала выше. Но по итогу они с рынка вышли. И себе как бы не дали заработать, и другим помешали. Поэтому ну, на данный момент я этих ребят уже не вижу. А где эти машины все теперь? Что-то распродали, что-то перешло в какие-то другие рент-а-кары под эгидой управления. А вы забирали такие тачки? К вам приходили эти ребята? У нас было несколько опций взять под управление компании. По разным причинам мы отказывали. Вообще, в принципе, у нас была достаточно закрытая политика заведения инвесторов. То есть у нас не было такого типа там, давайте в складчину купим машину. У нас очень высокий чек был. Поэтому мы многим отказали. Ну, такие были ребята, приходили. Ну, просто нам математически было невыгодно. И вторая проблема — это неправильный автопарк. То есть то, что тебе нравится, не всегда будет пользоваться спросом в рент-а-каре. Не купили черти что, короче. Да. Кто-то считает, что вот он приходит и думает, ну вот ни у кого такой машины нет, у меня будет. Допустим, там какой-то Астон Мартин. Ну и все. И приехали. И я таких кейсов очень много встречаю. Я бы сказал, каждый год появляются такие ребята, которые думают, что они, ну не то, что они умнее, они хотят как бы сопротивляться с тем, что происходит на рынке. Знаешь, мы говорят, мы будем по-другому делать. Да. И как бы их так конкретно в штангу заносят, и они потом попускаются. Ну просто помимо того, что они попускаются, они еще и деньги теряют. Ну да, это Астон Мартин будет там кататься 3 дня в месяц. В лучшем случае. Никому да. не нужен будет. Да. Ну и как бы это вот последствия того, что произошло там, когда этот хайп был там 1,5-2 года назад. Была абсолютно та же самая история. Смотри, когда у тебя в офисе были, у вас много ключей висит, красиво. И я знаю, что часть тачек ваша в собственности, да, а часть у вас действительно пришли компании, которых вы взяли под управление. Да. Сколько компаний сейчас таких, сколько тачек в управлении? Вот именно партнеров. По количеству машин не могу тебе сказать, могу в денежном эквиваленте сказать, там примерно 100 машин наших и там порядка 200 с плюс — это управление. Как вы принимаете решение, какой рент-а-кар новый, если к вам придет, вы подключите, либо скажете, мы не будем с вами работать? Мы начинаем работать с партнерами на этапе, когда мы обсуждаем бюджет.
Потому что покупка машины — это тоже достаточно критический момент. Если, допустим, ты пойдешь сейчас и как бы интуитивно захочешь купить Huracan, ты, скорее всего, купишь его не там, где нужно, и не за те деньги. Поэтому мы, понимая рынок, мы знаем, где можно взять дешевле, мы понимаем, какая комплектация нужна, какой цвет нужен. Цвет тоже важно? Конечно, это очень важно. Масса нюансов, и мы, когда встречаемся с людьми, мы сразу же определяем вообще, что человек хочет. У нас бывали случаи, когда к нам приходили и говорили, вот реальные машины, давайте. Чаще всего мы не договаривались. У нас был случай, когда компания принесла нам корвет. Chevrolet Corvette. Ну, крутая тачка, в принципе. Офигенная машина в новом кузове. Компания купила корвет за какие-то космические деньги, там типа 680 тысяч. Ну, короче, порядка там 700 тысяч дирхам. Очень дорого. Это очень дирхам, дорого. Дирхам. Это как бы ее рыночная цена новой машины. И она там еще и какая-то там фуловая. Мы ее купили там за 400 с копейками. Ну, то есть, представь. 30%. Да. И когда ко мне приходят и говорят, возьми, пожалуйста, машины. А что вы от меня ждете? Типа, хорошо, я сейчас возьму, и через год вы скажете, что я балабол, я не могу, типа, отбить инвестицию. Откатать их хотя бы 10. А как я могу тебя откатать, если ты ее купил настолько дороже, ты посчитал, что вот именно эта комплектация, нужно ее взять. То есть это не работает так. Нам очень важно покупать то, что нам подходит. И поверь, у нас есть случаи, когда партнеры принимают сами решения, покупая что-то. Чаще всего это мимо, либо это дорого. А мы потом эту математику считаем и ломаем голову, как это окупать. Прикольно. Кстати, не знал, что вот так вот можно закупиться не теми Феррари, не теми Ламборгини, и вообще, не дай бог, взять Мазерати. Мы когда сюда ехали, что Мазерати в целом стрёмная тачка для пенсов, наверное, где-нибудь в Италии, подъехать девчонкам. Да. Прикольно. То есть, получается, партнер приходит с баблом, и вы разбираете, куда можно аллоцировать, с какой доходностью. Как вы это аллоцируете, и как это будет откатываться потом, как это будет покупаться? Да, все верно. Все, вот теперь я вкратце сложил. примерно, да. Сложил. Да. Смотри, ты как владелец одного из самых больших рент-каров в Дубае, у тебя, наверное, самая большая, одна из самых больших выборок. Вот процент ваших клиентов — это ребята из СНГ, там, Беларусь, Украина, Россия, и все остальное, там, немцы, может быть, пакистанцы, иранцы, дубайцы. Смотри, вот насколько это можно разбавить, то есть нет такого, что кого-то больше. Если взять все 100%, то там будет микс абсолютно всех национальностей. Там, начиная от Америки, заканчивая Австралией. То есть все европейские страны, все СНГ страны, Америка, Мексика, африканские страны. Периодически бывает перевес, к примеру, там в Рамадан много арабов. Там Саудовская Аравия едет. Почему? Потому что праздники, и у них как бы выходные. То есть вот когда какие-то каникулы, к примеру, когда каникулы в странах СНГ, здесь много Новый год, майские, поехали. Да. Там, когда, допустим, Рождество, то много европейцев и так далее. То есть есть просто какие-то... Вот сейчас там февраль, много китайцев. У них Новый год. Китайский Новый год. Поэтому это всегда такая история с перекосом. Но я не могу тебе сказать, что вот наша целевая — это там русскоговорящая. Либо американцы. Такого нет. Там, Нет, вообще такого нет. Вообще абсолютно все национальности. Прикольно. Всех стран мира. Куча гео, ты можешь работать в каждом, с маркетингом, например. Да. С комплайенсом внутри можешь тоже работать. Да. Очень интересный бизнес. Да. Слушай, раз оно так распылено, интересно, кто основной клиент люкса аренды? Вот типажи у тебя же есть там топ-5 типажей клиентов люксовые рент-кара. Есть там условно такой прям супер лакшери, есть, назовем его, средний и мид сегмент. Мид имеется в виду простые машины на повседневное. Это что может быть? Допустим, там BMW пятерка, какой-то Mercedes C-класс, такое типа среднего, там, допустим, Chevrolet Tahoe 7-местные, такие большие машины. GMC какой-то, Туйкон или как он? Или это тоже люкс? Выше среднего, премиальный больше. То есть, вот давай так, есть типа премиум вообще, премиум. Там есть разная сегментация, это там молодые пары, это ребята, которые приехали отдохнуть. То есть, как правило, они все вот прям как под копирку. То есть на какие-то машины вот идет прям... Вот Huracan кто берет? Huracan очень часто берут молодые ребята с девушками или там парень там с парнем, там друзья захотели попробовать. То есть такое молодежная машина, она очень нравится
ребятам помоложе. Феррари, наверное, я не могу сказать, вот я замечаю, Феррари предпочитают более постарше ребята. Возрастные, 30+? Ну, типа есть вот Huracan, я бы, наверное, сказал, там, до 25 лет, а свыше, там, 30 уже больше Феррари нравится, среди спортивных машин. Но есть очень такая интересная история, что европейцы, допустим, просто фанатеют от RS Audi. Для них Audi RS-Q8, к примеру, там, или RS7, RS6, это прям, ну, то есть это предел мечтаний. Они вот, когда заходят в салон, я не раз видел, как нам заходят в шоурум какие-то европейцы, прям группа, компания людей, стоят там Ferrari, Lamborghini, Кулинаны, они вот просто видят RS-ку, и они просто к ней идут. То есть для них это, знаешь, вот как мечта с детства. Потому что Интересно, почему, да? Я не знаю, но я просто вот в Германии был, допустим, в Германии, если там RS7 едет или RS6, это там считается просто пушка-ракета, да. И я думаю, что... Дешевле Huracan намного, да? Ну, она не дешевая, она там стоит типа 180 тысяч, ну, конечно, дешевле. 180 тысяч евро она стоит, типа 160-180. Ну, я просто иногда наблюдаю, и такая же история с паршаками. Вот есть определенные национальности, которые просто фанатеют от Porsche. Причем неважно, это Boxster, это любой Porsche. То есть для каждого человека лакшери что-то свое. Кто кайфует от паршаков? Ну, вот у нас много клиентов, там, хорваты, Чехия, Хорватия, вот такие страны. Вот они прям вообще в восторге. Вот какие-то определенные европейцы. Но это прям видно, понимаешь? Есть люди, которые просто, им нравятся красивые машины, они заходят, там, совсем фоткаются, им как бы по кайфу. Феррари, Ламборгини, без разницы, все красиво. Как мне. Да. А есть такие, кто прям, ну вот для него мечта, вот именно 911. Это просто вот, ну, то есть все, это номер один, он ничего больше не видит. То есть я тебе так скажу, я никогда не встречал человека, который там просто супер фанат Уруса, к примеру. Но я встречал много раз человека, который считает, что там кузов Porsche 911 это самый лучший, типа, ну, то есть лучше не придумали. То есть, понимаешь, есть такие прям машины, которые, ну, это прям классика, да. Ну, опять, это, наверное, это нормально, потому что там 911, он уже сколько поколений, а там Урус появился там 3 года назад. Да, то есть у него еще нет такого. Крут. Он офигенный, да. Он классный, но просто ты спросил там про сегментации. Какие люди, да, берут. Да. Есть молодые чуваки, чуваки с девушкой, молодые пары, европейцы такие за 30 просто аудиухи взять. Ну, есть семейные пары берут. Часто семейные пары берут купешки и типа парят, не понимают, куда детей пристроить. То есть такое тоже бывает. Там сзади он не сядет, да? Конечно. Ну, там некоторых сядет, там в Rolls-Royce можно в рейд сесть, там, или Ferrari Portofino бочком, так не очень удобно. На выходных, к примеру, повышается спрос на машины. Местные арабы хотят кадрить девочек, соответственно, надо же как бы выехать на хорошей машине. Поэтому они там пятница, допустим, четверг приезжают, берут какие-то тачки. То есть это просто местные люди, местные ребята, там, у кого есть резидентство, они просто хотят покайфовать, там, съездить в клуб, типа там потусить. На крутой тачке. Да, это такая аудитория. Есть просто семьи, приезжают, там мама, папа, там, сын или дочка, там, или несколько детей, и папа там мечтал покататься там на спортивной тачке, берет что-то яркое, там какой-то, не знаю, Феррари. Дети в восторге. Да, покатались, и потом приходят, говорят, а теперь дайте нам там C-класс, к примеру, Мерседес. Ну, чтобы мы, прикольно. У нас типа 10 дней в Дубае, мы хотим как бы, ну, там, в Абу-Даби съездить, еще что-то, то есть семейная машина. Поэтому, ну, аудитории масса, бизнесмены, здесь же очень много выставок тоже, то есть приезжают люди, там, берут на 3, на 5, на 10 дней, на месяц берут, много резидентов, которые не хотят покупать машину и берут помесячно, берут абсолютно любой класс, начиная от какого-то там, я не знаю, типа мини-купера, заканчивая Кулинаном помесячно. Такое тоже бывает. Там Бентли берут, Майбах берут помесячно. Ну, ему надо тут дела сделать на месяц, приехать покататься. Водители есть, например. Но он улетит потом куда-нибудь в Америку, либо там в Китай. Куда, да. Но есть и такие люди, которые живут здесь постоянно, просто они не видят целесообразным тратить деньги на покупку машины. Потому что у них там бизнес-доходность высокая. И они говорят, слушайте, ну, во-первых, я сегодня прыгнул в джет и улетел там в Сингапур условно, и мне не надо париться, ну, что у меня там стоит машина и замороженная в ликвиде там $500 000. 100%. Поэтому им проще арендовать. Такие тоже есть. Прикольно. Слушай, а много звезд берет у тебя машина? Много. Но как бы сами звезды очень не любят. Типа есть две категории.
Есть категория, которые хотят все бесплатно. Типа, давайте прикольно. мы Да типа, ладно? возьмем у вас тачки и Что, отметим сторис вас в выложим? сторис, да. Но мы таким отказываем, потому что, ну, как бы, Не это тот не уровень работает уже ни компании хрена. развития. Да дело даже не в том, что это просто не работает. То есть дело не в этом. Ну, есть такие, с кем мы не хотим ассоциироваться. Есть такие, кто просто очень наглый. Типа, дайте мне на месяц машину, я вас буду там 2 раза в неделю рекламировать в сторис. Тоже не рабочая Серьезно? история. Да. До сих пор такое? Есть, да. А есть такие, кто берут машину, и мы потом по документам определяем, что это там, допустим, топовая там звезда. Вот у нас недавно был там чемпион мира, там какие-то футболисты были. Я не всех просто даже знаю, потому что я не вижу документы, и мне просто там приходят, говорят, у нас тот-то взял, у нас этот-то взял. О, сейчас загуглю, кто это, да? Да, я такой, типа, прикольно, кто это? Ну, то есть, там, недавно был случай, там, какой-то чемпион мира, там, по UFC брал. То есть, есть ребята, которые хотят конфиденциально отдохнуть, чтобы никто не знал, и они прям, бывает даже ситуация, что они просят там, не отправляйте к нам русскоговорящего водителя, чтобы не узнали. Или, ну, либо просто берут на документы какого-то там зама, а потом мы узнаем, что это там, допустим, не знаю, там какой-то очень известный Крутой человек чувак пытался. катается. Да. Ну, то есть берут, да? Да, очень много. Слушай, а много вот этих ребят, инфо-цыган, которые берут на день, и они вот так вот фоткаются, вот так вот на этих машинах, там деньги разбрасывают, а потом ты где-то видишь это в инсте, что это твоя тачка, а не его тачка. Да, много, это смешно очень. То есть, ну, таких историй много, и как раз такие инфо-цыгане чаще всего хотят за бесплатно что-то взять. Называя себя звездами еще к тому же. Да. Я Типа, инфлюенсер. Да, у нас типа там денег просто, мы сейчас КАМАЗ подвезем, вам выгрузим, ну вот вы нам дайте бесплатно все. Тот сегмент людей, которым иногда нечем заплатить штраф. То есть он там типа штраф поймал, и там очень много будет рассказов, что это не он, или как бы как это так, и что, ну то есть для меня это просто такая аудитория, ну то есть нули я бы их назвал, ну потому что чаще всего это люди ничего себя не представляющие, делающие вот эту картинку в инсте. Как бы бесит ужасно, ну как бы... Ну, берут, если платят, то платят. Да, если платят, то платят. Ну и чаще всего мы просто им отказываем, они идут в другое место. Такое тоже бывает. Даже за деньги отказывают? Нет, за деньги берут. За деньги? Я имею в виду, за что... деньги, да. Да, за деньги, да. И типа часто, да, в инсте там где-то вылазит какой-то ролик, как там кто-то добился успеха. Типа, А как ты палишь свои машины? Ты смешно. номера все знаешь наизусть? Ну, есть номера, есть по салону можно узнать. Бывает, прям забывают затереть. У нас там на некоторых номерах прям написано наша, типа, что это Рэнди. Ну, то есть, это очень смешно, потому что ты как бы знаешь, вот, к примеру, есть там тачки, которые только одна единственная в Дубае. У нас там есть голубая Феррари, допустим. И когда они все это так показывают, это очень смешно. Там у нас был, я помню, случай, когда чувак снимал видос, он очень сильно завирусился про Rolls-Royce Cullinan Mansory, и он просто, чтобы не спалить, что это тачка Рент-А-Кара, он на монтаже зарисовал одну цифру. А здесь, типа, когда меньше цифр, то номер стоит там безумных денег. Мы сразу спалили эту тачку, ну, потому что мы ее знаем хорошо, это наша машина. Ну, то есть такие ситуации бывают, и мне там периодически менеджера там скидывают, там, смотри, там, клоун, еще один клоун. То есть, ну, такой... Угорают, да? То есть да, у вас есть угар-чатик тоже? Да, это такой, как возможность самореализации, что ли. Ну, для некоторых это важно. Ну, мы на этом зарабатываем деньги, откровенно говоря. Тщеславие людей просто. Ну да, если они этого хотят, вот они хотят вот так в инсте показывать себя, ну, как бы это их право, пожалуйста. Допустим, я в Европе не снимаю дорогие машины. Могу я себе позволить, не могу, это другой вопрос. Но типа я не понимаю, зачем. Да? А кто-то приезжает в Дубай, и если он себе может это позволить, ну он уже молодец, что он там прилетел красавчик. в Дубай, типа может себе такое позволить. Молодец, красавчик. Ну как бы для нас это выглядит смешно. Ну как бы окей, пусть делает. Да. Слушай, а еще немного, наверное, про клиентов из ада будет весело. У вас есть клиенты, которым вы отказываете? Которые не проходят KYC? Да, конечно. Почему? Ну, есть там ряд национальностей, которые, допустим... Очень любят скорость, скажем так, да? Кто-то любит скорость, кто-то очень проблемные. Допустим, там, Саудовская Аравия, они проблемные. Они очень часто ловят штрафы, не хотят платить, и с ними сложно судиться. Там есть национальности, там, Египет, допустим, Пакистан, которые часто... участвуют в каких-то мошеннических схемах, в том числе в воровстве машин. То есть у нас как бы дополнительная проверка на них идет. Что он там не был судим, там, да? Что-то еще. Ну, условно, типа того. Все, что можете проверить, да? Да. Ну, там есть еще какие-то национальности, какие-то африканские страны.
которые очень любят. Которым не даем вообще. Нет, там дело не в этом. Смотри, там есть типа юридические ограничения, что просто страховка не покроет. То есть надо там специальные права и так далее. Может, права его не котироваться, например, Да. да? Потому что То если там есть права там- можно на листочке написать, там, на бамбуку. Ну да, просто все знают, там, допустим, что в Уганде, там, я пример привожу, я не помню, там, там несколько стран, что там есть определенные ограничения по, ну, то есть эти права, грубо говоря, можно купить там за 15 100 долларов. баксов, а то и меньше, да. И, наверное, это как бы одна из основных причин. Ну и слушай, я ездил с несколькими африканцами, ну его нафиг вообще связываться. Я просто... Дикие ребятки, да? Они не просто дикие, но прикинь, он там месяц там в Дубае, и он приехал со страны, и он, в принципе, никогда не видел светофора. Вот просто Нет, никогда. в смысле, а как у него права тогда? Я не знаю, но вот он приехал с какого-то региона, где просто не существует светофоров и асфальта. И вот я с ним там 30 минут ехал по Дубаю, я просто прозрел. Это, кстати, было в рент-а-каре, его там взяли водителем. И я, конечно, ну, мне просто было реально страшно, потому что он просто не понимает, с какой стороны ехать, там, он может навстречку выехать, там, Жесть, то есть еще если это рассматривать какой-нибудь все хулиган, при этом, да. Не, это все было в экономе, мы там ехали на тачке, но сам факт. То есть это прям, ну, была прям жесть. Слушай, а есть какой-то глобальный блэк-лист между рент-карами, которым вы обмениваетесь? Вот этот, наверное, гонщик, вот этот постоянно штрафы не платит. Нет, к сожалению, рент-а-кары в Дубае не хотят дружить. Они все друг на друга обозлены, и делать какое-то совместное благо друг другу никто не намерен. Типа есть там какие-то группы ребят, которые там как-то между собой пересекаются. Но вот так, чтобы прям сделать там какую-то ассоциацию, собственниками собираться, друг другу помогать, к сожалению, нет. Они очень сильно ревностно относятся к тому, что, ну, то есть они считают, что рынок маленький и что друг у друга забирают клиентов. Поэтому, к сожалению, такой опции нет. Но у нас были попытки, желания такое сделать, но просто никто это не поддерживает. Ну, мы свое Важная ведем. штука, потому Да. что один гонщик берет в одном разбил, во втором разбил, в третьем разбил. Да, да. Не, оно как бы доходят слухи, как бы, такое бывает, но вот такого, что ты зашел в какую-то централизованную базу и пробил человека, нет, такого нет, к сожалению. Слушай, я знаю еще, что у вас нет депозитов, что вы не берете депозиты. Почему? Слушай, ну это вообще больная тема. Депозиты, во-первых, они очень сильно влияют на конверсию. Да, потому что я больше не буду с депозитом брать тачку. Меня кинули один раз на депозит. Ну не вот. хочу больше. Ну вот, а по факту, то есть давай просто надо разобраться, для чего берется депозит. Когда ты арендуешь машину, депозит — это гарантия того, что если ты что-то поломал, повредил, разбил, этот депозит там покроет какой-то минимальный убыток, да. И ну, люди не хотят оставлять деньги. Понятно же, что мы собрались здесь и создали компанию точно не для того, чтобы кидать людей на депозиты. Ну, это бред Ну, полный. вы точно, да. Да. По другим компаниям я вернусь к этому разговору, как бы поделюсь своими идеями, что происходит. Так вот, почему мы вообще убрали депозит? Не знаю, сталкивался ли ты, когда у тебя есть кредитная карта, если ты делаешь преавторизацию, у тебя в моменте морозится сумма на депозит. On hold, Да. типа. Допустим, ты Заблокировал. $1500 заблокировал, когда ты снял Huracan. Проходит 21 день, автоматически, то есть у нас нет возможности это избежать, эти деньги размораживаются, окей? Только в случае, если мы за этот 21 день предъявили банку доказательства, что ты там, допустим, штраф словил, сделали там целую выписку, все четко оформили, тогда мы просим банка: снимите с этого холда и положите на наш счет. Это так работает. Что происходит на практике? Клиент пишет нам через 2 месяца: где мои деньги? Мы говорим: в смысле, ну мы уже ваши деньги давно разморозили. Вот типа бумаги, пожалуйста. Он говорит: нет, мне ничего не пришло. Мы говорим: ну смотрите, вот выписка с нетворк-системы, документы, все подтверждения. Пожалуйста, проверьте. Скорее всего, вам просто не пришло уведомление, и оно не должно приходить, оно просто анфриз делается. У тебя холд исчезает, все, деньги у тебя доступны. Вот ты понимаешь. А представь, мы работаем там с 50 разными национальностями. В каждых национальностях свое понимание банковской И системы. она везде разная, кстати. Да. В Аргентине одна, в России другая. Да, ну есть как бы в третья. большинстве кредитная система везде одинаковая. Visa, MasterCard, они все работают одинаково. У нас были случаи, когда на нас просто писали жалобу, на нас пытались открыть кейс
потому что они, видите ли, думают, что мы им не вернули депозит. Мы имеем все документы, мы все показываем. И это вызывает просто негативную реакцию. Ты хочешь доказывай, хочешь не доказывай, клиент не может найти эти деньги у себя на счету. Мы говорим, зайди на дату, когда ты оплачивал, ты увидишь, там даже нет снятия. То есть это... Стейтмент выгрузи, bank Да, statement там даже не называется. будет, понимаешь? И в этом как бы тупость, почему банк не сделает. Вот здесь я с вас снял, а вот здесь назад вернул. Банк этого не делает. И люди как бы негативно к этому относятся. И это вызывает просто массу негатива. Негативные отзывы. Ну представь, вот ты, допустим, взял у нас тачку и считаешь, что мы тебе не вернули депозит. Ну как ты будешь ренте рекомендовать? Ты скажешь, ну просто жулики, Черти мошенники. скажу там, Ну да. вот. И так это Как Авис работает. я рекомендую, которые разбили машину. Ну вот, а получается, что эту ситуацию невозможно контролировать. Нужен просто огромнейший customer support, который каждому разжует. Не все говорят на английском, кому-то надо сказать на арабском, кому-то на китайском. И это просто занимает массу времени. Того не стоит, да? И мы просто посчитали, какой процент убытка. Мы посчитали просто, сколько в процентном соотношении серьезных кейсов, где реально нужно задействовать юристов. И мы поняли, что нам проще зафиксировать там какой-то процент и выделить бюджет на юристов, и тех, кто действительно создает проблемы, просто передавать в юридический отдел, там, который будет уже дальше эти деньги забирать. Потому что обычно, если депозит используется, то его точно не хватает, и там, наверное, полтачки разбиты. 3% проблемных кейсов, и есть все остальные, которые там, ну, какую-то небольшую сумму, которые там типа штраф один словили там, или диск поцарапали. И в большинстве люди адекватные. Они говорят, ну да, я поцарапал, я заплачу. Или да, мой штраф, я заплачу. Проще создать юридический департамент, создать департамент, который будет collection department. Это будет дешевле стоить, чем содержать команду, которая будет всем доказывать, что мы вам вернули депозит. На всех языках мира, во всех банковских системах, Да. да? Слушай, а вот, ну окей, чувак ушатал там, какой-нибудь Феррари бочину стесал, и доказали, что он там гнал при этом, да? Я не хочу платить. Вот ваш юрдепартамент делает кейс, а как коллекшн-то происходит? Он уехал там куда-нибудь в Саудовскую Аравию к себе, либо уехал в Китай, как ты его будешь доставать? Он скажет, да мне пофигу на дубайское, я не приеду больше. Ну, смотри, во-первых, нужно понимать, что есть юридические компании по всему миру, и имея решение суда в Дубае, ты можешь просто продать коллекторам в Китае или продать коллекторам в Штатах, которые там за 20% просто вывернут его наружу, имея все документы. Люди этого не понимают. Они думают, что если они тут натворили делов, то до них как бы руки не достанут. Достанут очень легко. Это первое. Второе, человек, который получил кейс в Дубае, он может быть снят с рейса пересадки в Дубай. Раз. Второе, он может просто забыть и подумать, что до него как бы никто не достал, что он очень хитрый. И когда в следующий раз он прилетит в Дубай, а он точно прилетит, и он прилетит, потратив кучу денег на пятерку в отель, потратив денег на свою девушку, там, жену или ребенка, и его отдых начнется с того, что его просто увезут в ментовку. Вот и все. И пока он пока он не возместит. заплатит, он никуда не денется. Я, честно говоря, не понимаю людей, которые думают, что все сойдет с рук. Ну, типа, так не будет, 100%. То есть на самом деле, я раньше как бы не так верил в юридическую систему Дубая. Сейчас, когда мы построили отдел, мы разобрались, как это работает, и я считаю, что она достаточно неплохая. И поверь, ну там, до 90% людей мы дотянемся. Ну, понятно, будет какой-то процент людей, которые просто того не стоят, но бывает такое, что из-за каких-то там $200 человека просто снимут с рейса на Бали, и он ничего не сможет сделать, он просто приедет и заплатит в 3 раза больше, потому что на него еще повесят юридические издержки, Да. штрафы, ему бан сделают, ну и это как бы, я не думаю, что нужная история, но оно того как минимум не стоит Ну, вообще. люди думают, что ты их просто не достанешь. Да, Компания не доберется. Да, А у вас да. были такие прям кейсы, когда прям какие-то злостные чувак говорят, да мне пофигу на вашу тачку, я разбил, я улечу, типа. И Да, вы да, такие, бывали, «Ага». бывали. Бывали причем ситуации, когда люди на очень серьезных должностях там в Саудовской Аравии, на очень серьезных должностях в каких-то ближайших странах зарубежья, и они думали, что мы блефуем. Когда уже все доходило до решения суда, они сами звонили и говорили, давайте по-нормальному порешаем. И все, то есть даже таких ситуаций очень много. Поэтому очень сильно недооценивают даже компании рент-а-кара возможности юридические. И я понимаю почему. Потому что содержание юридического департамента — это очень дорогое удовольствие. То есть если Дорого? у тебя есть объем, ты как бы можешь это отбить.
Если у тебя нет объема, ты обращаешься за помощью в какую-то юркомпанию. Аутсорсишь, они очень Да, дорогие. они очень и чувак дорогие. там заплатит им потом. Да, и ты такой типа думаешь, ну, мне должны $500, а заплачу я типа $3000. Ну и как бы хер с ним. И поэтому есть такое мнение у людей, что им типа пройдет мимо, понимаешь? Они думают, что типа, ну, прокатит. Мгм. Может, прокатит у кого-то, у нас не прокатывает. Поэтому стройте юротдел своей компании и не давайте спуска жуликам и проходимцам. 100%. Смотри, вот есть ренте, да, есть рент-а-кар. Это две разные структуры получается, да? Да. А это IT-продукт сверху, а рент-а-кар это как холдинговая структура, которая владеет машинами, да? Да. Вот если говорить про ренте, там в основном айтишники сидят и маркетинг, правильно? Да, да. То есть у нас есть отдел маркетинга, есть свои разработчики, есть CRM-отдел, сейлы, всевозможная аналитика, бизнес-дев-менеджера, которые здесь по месту там решают вопросы. Ну и, наверное, все. Просто они достаточно такие глубокие, каждый из департаментов. Окей, а IT-бизнес состоит из чего? Это лидген-платформа, ну, сайт по факту, если просто очень назвать это сайтом, Да. конечно, это лидген-платформа, сайт, CRM-ка, где бронируют ваши партнеры, ну, типа, машины на определенную дату, да, то есть централизованная база, и еще что там под капотом крутого. Да, в принципе, ничего, все просто. Мы CRM-лидген, как бы CRM-лидген. CRM-лидген и все. Правильная Да. операционка, бездев чуваки, которые продали Да. продукт ребятам, да? Да. Ну, у нас бездевы в основном занимаются какими-то проблемными кейсами. Поначалу бездевы это были люди, которые выводили продукт на рынок, а сейчас у них поменялась модель. Они тоже выводят продукт на рынок, но уже для абсолютно других клиентов. Мы заходим в отели, мы заходим в какие-то сети, то есть там стараемся уже масштабироваться немножко другими темпами. Биг бизнес и проектные продажи какие-нибудь Да. сложные, да? Да. Многокомпонентные, тебе надо в Хилтон залезть, чтобы твои машины условно там стали или Marriott. Бездев идет договариваться с сеткой. Да, именно так. Понял, круто. За счет чего вы смогли победить, вот когда на рынок заходили, вот ваша вот изначально, до того, как вы стали владеть кучей тачек, вот ваша лидген-платформа, почему вы победили? В чем был секрет успеха? Ну, я не считаю, что мы победили. Мы, скажем так, в процессе находимся. Что такое победили? Ну, сегодня мы здесь, завтра не пойми, что произойдет. Ну, окей, в другие моменте, прокаты да. развалились, у них, может быть, у них не было там, что у них, наверное, сайт на Тильде какой-то был, там, и что-то в Инстаграме они там рилсы вот размещали, да, то есть сколько этих было блогерских, типа, ренталок, сколько они привлекали, ну, все же поумирали, мы как с тобой поговорили. Да. А вы смогли выстоять и как бы растете. Я думаю, что наш основной, даже не секрет, а просто понимание того, что так как рент-а-кары ведут свой бизнес и как они его раньше вели, делать нельзя. И когда мы запустили рент-а-кар, у нас было дофига людей. И к нам приходили наши партнеры, у которых свои рент-а-кары, и говорили, а зачем вам столько людей? Типа, нафига столько CRM-ов? Типа, ну, у меня это делает один человек. А зачем вам столько водителей? А зачем вам столько мойщиков? Типа, а мы, понимаешь, сразу думали, так, мы здесь сейчас докупим, и нам нужно заранее обучить человека, а этот пойдет в отпуск, а этот то. То есть мы именно строили прям структуру такую железобетонную. И я думаю, что вот это основное как бы преимущество. Потому что операционно это сложно очень. И мы просто заранее видели, что это не будет работать. Как может работать структура там из 5-7 человек, в которой один человек отвечает там за 10 каких-то зон. Так не бывает. Поэтому мы как бы просто заранее это предусмотрели, и мы, наверное, из-за этого там пережили какие-то кризисные моменты. Ну, то есть вы поняли, что если здесь, ну, как бы не идти в операционку, не выстраивать процессы, это все просто умрет. Да, именно так. А у местных, как я понимаю, ментальность как бы с точки зрения вот этой, как, наверное, в СНГ принято выстраивать структуры, во многих компаниях, делать операционочку, а здесь они как бы на чиле, на расслабоне такие, там, кое-как забронировали, мы с тобой сегодня в гараже еще общались, что там, он даже не знает, какая тачка кому уехала. Ну да, отчасти так, и я вообще в целом был ошарашен, когда приехал в Дубай там 10 лет назад. Вот представь, да, там Дубай вроде достаточно прогрессивный город, и здесь много денег, реально. Но здесь очень низкий уровень квалификации специалистов. Здесь, допустим, крайне сложно найти хорошего врача. Здесь крайне сложно найти хорошего специалиста IT. Почему? И так далее.
Потому что, хорошо. я не знаю, наверное, хороший специалист нашел себе применение на родине. Наверное, это мое мнение. И понимаешь, это все отражается на абсолютно всех сферах, в том числе рент-а-кар. Вот кто такие рент-а-кар компании сейчас? Не все, большая часть. Это люди, которые раньше работали в рент-а-кар водителями, сейлами или там как-то пересекались. Как правило, у них нету там высшего образования. Они не понимают, как строить финансы. Понимаешь? То есть вот он всю жизнь видел, как, допустим, машину перевезти, увезти. Много ребят там с Пакистана работают в рент-а-карах. У них вообще другая как бы ментальность, они по-другому видят этот мир. С одной стороны, бесит жутко, потому что они постоянно тебе не дают зарабатывать из-за своей там... Ну, то есть они глобально не могут посчитать, что машина, которую они сдают ниже рынка, она их просто угонит в минус. Они не могут это посчитать, они это не видят. Но они, в свою очередь, и нам мешают, понимаешь? И таких много, к сожалению. Команду сложно, конечно, здесь растить. Очень сложно. Пипец просто. Слушай, а ты хантил с других, вот как раз с больших, с Hertz, с X, Ависа? У меня был опыт собеседования. Это не было прям вот, мне вот этот человек с Hertz нужен. Я просто выставлял CV, и ко мне приходили люди, и там опыт Hertz или доллар, или еще что-то. То есть у меня не было цели кого-то конкретного схантить. Такого не было. То есть использовал собеседование как конкурентную разведку? Поговорить, как да, устроено, я какой как у тебя бы просто опыт? постоянно добираю людей для каких-то задач. И в том числе ко мне попадали ребята с этим же опытом, с крупных компаний. Да, такое было. Интересную инфу можно было выудить, мне кажется. Можно было, да. Ну, конечно. Но ну, как бы там нет ничего такого сверхконфиденциального. Многие компании же публичные, там, Hertz, вот эти все, и они тут по франшизе работают. То есть это не могу сказать, что это прям сверх там конфиденциальная информация, но сам факт, что да, руку на пульсе помогает держать. Слушай, какие были вот переломные прям моменты, прям, что меняло там тебя как, наверное, менеджера, как компанию, не знаю, 50 человек стало, 100 машин стало? Какие вот помнишь, что прям было? Вау. Я помню момент, когда мы только начали именно операционный бизнес, и у меня в Дубае было 2 человека со мной. И плюс мы взяли еще 2 водителей. И мне тогда казалось, что, ну, типа, это такой прям момент, вот все, надо, типа, стартовать. Мы как-то очень быстро выросли, и я такой понимаю, что у нас уже 20 человек. Я помню, у нас офис еще был, и мы его там делили с моим вторым бизнесом. И я захожу в офис, а людям просто негде сидеть. Такой гул конкретный, и я такой понимаю, что, блин, пора переезжать, да, уже все, ну, прям, мы уже прям капец. А потом второй момент, меня прям так конкретно осенило. Когда ты заходишь в гараж, и ты понимаешь, что у тебя полный хаос, там у тебя тачка разбита, там у тебя, короче, что-то случилось, там клиент недовольный, там еще что-то, и ты понимаешь, что у тебя все процессы не работают. То есть все в кучу, да. Надо просто вот так все сжечь, короче, и по новой построить. Потому что не может команда на 20 человек, там, допустим, управлять таким автопарком. Все, уже надо все менять. И я понимаю, что, скорее всего, будет опять какой-то момент переломный, когда мы дойдем до какого-то количества машин, и мы скажем, ну все, типа, капец. Например, один большой гараж надо будет строить, да. К нему свои автосервисы, мойки, все. Да, и это типа проблемы роста, когда ты типа смотришь, и ты понимаешь, вот сейчас я понимаю, что мне надо там 3 мойки, а где ее поставить? Это надо, короче, эту стену снести, это добавить, тут типа что-то добавить. Там, допустим, ты же был в гараже, он не сильно большой. У нас был момент, когда я приезжаю в офис, вот весь гараж забит, вот этот въезд, с которым мы выезжаем, забит, и на улице стоят тачки, и оперейшены вот так стоят, говорят, мы не знаем, что делать. Просто все в один момент были, да? Да, ну то есть бывают такие моменты, когда все разъехалось, и потом резко все вернулось. Ну просто люди уезжают, вот закончились вот новогодние праздники, и вернулось просто в момент там 150 машин, прикинь. Wow. И мы стоим, и они такие, а что делать теперь? Понимаешь? И ты сидишь, ломаешь голову, потому что ты понимаешь, что твой operation, все, он уже не вывозит. А машины-то добавляются, а ты ж типа хочешь расти. Еще надо нанимать людей, а в какие менеджерские ячейки их ставить, конечно, в какой стек их положить. Конечно. Или другая проблема, когда ты, допустим, назначаешь комиссию человеку, и он уже где-то, на Луне, короче. Он зарабатывает уже там больше, чем типа там топ-менеджмент, понимаешь? Потому что, у него такие продажи валят там, или такая комишка идет, и ты думаешь, а как с человеком передоговориться? Ты ж типа прогарантировал этот процент, понимаешь? И вот эти проблемы роста, они типа
прям, ну, и вот ты говоришь переломный момент. Я просто понимаю, что таких переломных моментов типа по 2 в месяц. Когда ты понимаешь, тут надо расширять, короче, офис, тут надо команду менять, или там их, или обучать. Или, допустим, ты понимаешь, или я тебе могу сказать, там такая ситуация, когда мы поняли, что мы там за 2 года там потеряли $200 000, потому что мы что-то неправильно считали. Я тебе просто пример. Такие ситуации не забываются. Всех, да. И ты сидишь, у тебя просто сердце вываливается, и у тебя первые 3 минуты обида, потом тебе хочется плакать, а потом ты смеешься и думаешь, ну кайфово же, сейчас там мы порешали все, Да. дальше Потеряли, не заметили же даже, мы же не знали. Типа, дальше-то идем. Выжили, компания да. идет, да. И потом ты понимаешь, что когда ты встречаешься с ребятами со своей сферы, ты просто их можешь перемолоть зубами, потому что у тебя опыт, просто огромнейший, то есть, и ты с ними общаешься, ты понимаешь, что ребята еще не сказать, что в WhatsApp они дети. они принимают заказ, да, в то есть WhatsApp. это И в вообще, Excel он заносит это. да, и ты говоришь, чувак, мы это делали там 3 года назад, и типа... Знаешь, как будто муравьи смотрят в космос. Да, и ты такой понимаешь, что вон вот здесь, а ты вот здесь, и у тебя куча проблем, и ты понимаешь, что ему еще шагать и шагать. И это и прикольно, с одной стороны, и как бы и напрягает. Потом ты вспоминаешь, что еще есть Hertz с парком 20К, да? Я же говорю, и вот ты просто в этот момент понимаешь, вот мы сейчас заказали там типа 100 с чем-то эконома, и ты такой понимаешь, что все, ты вышел с этой лиги, когда ты там, допустим, ты считаешь, что ты лучший в лакшери, да, или ты там какой-то топовый, и ты заходишь в лигу, где играют абсолютно другие игроки, у которых там оборот денег в год, там не оборот, а в капитал вложен там $300 миллионов. И ты для них просто ребенок, и ты начинаешь просто новый путь с новыми сложностями, какими-то нюансами, потому что тебе надо больше operation, больше гараж, больше это саппорт, обслуживать, потому что это больше тачек, лиды, маркетинг, все. Этот уже специалист надо брать дороже, этот специалист с тобой расти не хочет, он не успевает, а этот наоборот овер, все еще вот здравствуйте, пожалуйте в агрегаторы какие-нибудь, да, потому что это эконом. И ты будешь еще с их CRM-ками работать. Целый пакет новых челленджей. Слушай, круто, потому что каждый топ-менеджер помнит, когда вот этот момент, когда ты заходишь, и 20 человек стоят в офисе, сидят в офисе, но сидит из них на самом деле 16, а 4 стоят, и кто-то еще приносит там кофе откуда-то, потому что нету, в кулере кончилась вода, а кофемашина уже сломалась. Да, надо переезжать. Просто у каждого топ-менеджера всегда есть такие памятные моменты. Слушай, очень круто. Давай про маркетинг поговорим. Как вы привлекаете лиды на аренду вот ваших люксовых тачек сейчас? У нас есть разные каналы продаж, там, начиная от таргетинговой рекламы, AdWords рекламы и органика SEO. Естественно, очень большой процент клиентов — это рефералы всевозможные от клиентов, то есть мы там пытаемся выстраивать программы. Партнерка своя. Типа партнерки, да, как некой партнерки. И все, в принципе, то есть что-то тестируем в какие-то периоды. Определенные виды рекламных кампаний хорошо выстреливают, какие-то плохо. Органика, естественно, номер 1 всегда. Топ-1. SEO-шка топ-1. И поэтому кто пишет, что SEO умерло, вот смотрите, какая крутая, огромная компания качает большую часть лидов SEO. Да, для нас это как бы существенный канал продаж, это SEO. Я думаю, что один из основных, я бы сказал. Прикольно. А таргет как? В Инстаграме? Смотри, я тебе так скажу, у нас не очень получается. Но есть компании, которые прям только на таргете работают. То есть я вообще считаю, что мы же не можем быть там красавчики во всем. У кого-то лучше таргет получается, у кого-то там кто-то мега крут в AdWords, кто-то там SEOшник, да, кто-то вообще там с Ютуба, с ТикТока льет. Вообще этих масса способов. Там, может, кто-то вообще подписал там контракты с туркомпаниями или там с консьержами и наваливает таргет. У нас там какая-то своя стратегия. Мы очень хотим научиться делать что-то еще и как бы себя диверсифицировать по каналам продаж. Что-то получается, что-то лучше, что-то хуже. Но денег мы инвестируем много туда, пробуем постоянно. А вот интеграции пробовали на Ютубе делать, например, или в Инсте у блогеров делать интеграцию? Как блогеры вообще работают в этой нише? В принципе, как и везде. Ты же понимаешь, что любая интеграция, она требует достаточно глубокого подхода. Там, если ты разово там, в месяц-два что-то сделаешь, оно ничего не даст. Но если ты, там, допустим, понимаешь, что к тебе завтра приедет там, Испания, потому что у них там каникулы начинаются, и ты просто там
пройдешь там 10 блогеров испанских и с ними хорошо запартнеришься и сделаешь какую-то массовую рекламу, то, конечно, оно выстрелит. То есть с точки зрения моего бэкэнда, моего экспириенса в маркетинге, я знаю точно, это будет работать. Я бы больше сказал, у нас просто нет на это времени, потому что всегда есть приоритет. Ты понимаешь, что вот сейчас в моменте мы вот это можем поджать, и мы туда как бы лупим по полной. Но гипотеза работает, выжимаем максимум. Что да. Типа, а так, что мы типа везде все пробуем, как показывает практика, как только мы начинаем все пробовать, денег уходит, результата меньше, и ты такой типа, я потратил время. И добить не получается один канал, да? Да. Были хорошие партнерки какие-то, коллаборации, которые давали реальные результаты. Были вообще просто трата времени и денег. Как бы попробовали, не попробуешь, не узнаешь. Конечно, надо тестить. Какая у вас команда маркетинга? Сколько человек вообще? Ой, слушай, это, я не знаю, наверное, половина всей команды. Там у нас всего человек 50 работает, вот половина это маркетинг. Половина 25. Слушай, большая команда очень. У нас есть там условно, просто SEO, ты относишься к маркетингу или нет? Конечно, SEO-канал. Тогда да. Тогда естественно, у нас как бы достаточно большой свой SEO-отдел. Просто многие SEO считают, что это не маркетинг-канал, а так данность. Если у тебя есть сайт, у тебя будет трафик из SEO. Нет, нифига так не будет, дорогие зрители. Знаем, да. Тебе надо инвестировать десятки, сотни тысяч долларов, чтобы у тебя был такой крутой трафик. Да. Условно бесплатный, как его называют. Потому что чтобы он был бесплатный, тебе нужны SEOшники, ссылки, тексты, вся вот эта история, инфраструктура. Да. Понимаешь, канал маркетинга. Да. Слушай, а вот ты начал ходить на подкасты, вот мы с тобой снимаем, у Никиты из хедлайнеров, у тебя 2 выпуска было. Что тебе вообще дали эти подкасты? Как медийка для тебя лично работает? Какой-то нетворк, инвесторы пришли, может, сотрудников удалось каких-то новых нанять. Как для тебя медийка работает лично? Во-первых, я был очень удивлен, и оказалось, это очень важно для нашей команды. Типа команда прям, мне было приятно, они прям, ждали эти выпуски посмотреть. Им было интересно, потому что как бы у тебя такой все замыливается, ты на многие вещи не обращаешь внимания, да. Но когда ты начинаешь с кем-то разговаривать и рассказывать там о вещах, допустим, там для человека, который сидит и работает в своей узкой нише, для него это, прям мега важно. Он там услышал, что он там делает что-то для общего блага. Там. И что он красавчик. Да, и он видит, что команда растет. Это тоже важно. Мне типа, вот это меня прям очень сильно мотивировало. Я прям понял, что это надо делать. Даже если я типа не вижу там в этом какого-то смысла. Но я как бы тоже увидел много смысла в медийке. Я такой человек, я не люблю там показухи, я не веду особо инсту, я там в последнее время там начал что-то выставлять, но у меня там ни сторис нет, нифига. И нету ламп, хуриканов, ни Феррари, ничего в сторис, да? Не, я вообще как бы очень такой, я не люблю публичность. И я же говорю, я даже там, идя на подкасты, очень переживал, потому что для меня это что-то новое. Но потом я получил обратную связь. Во-первых, на меня начали выходить очень крутые специалисты и говорят, мы хотим с вами работать. То есть люди просто начали влюбляться в продукт. Говорят. Так, крутые специалисты, которые хотят работать в Дубае, вместе с Женей в Ренте. Мы снизу оставим контакты Жени, а еще ссылочку на все вакансии в Ренте. Поэтому приходите в крутую команду, работайте, зарабатывайте бабки. А еще, я думаю, какие-то есть скидки на ламбы, феры, на все вот это, чтобы покататься. Да, все, теперь мы продолжаем. Да, и получается, что это дало прям безумный буст. Во-первых, ко мне прибежало очень много рентакаров поменьше. И они типа говорят, ты как бы специалист, ты там эксперт, и нам нужно... У меня были случаи, когда мне говорили, мы заплатим тебе за то, что ты нам построишь типа отдел там какой-то. Или можно, пожалуйста, мы тебе дадим денег, ты будешь нас там консультировать. Мне предлагали доли в компании. Пожалуйста, мы тут типа попали на деньги, забирай долю, выведи нас из кризиса. Наши неликвидные Астон Мартины. Да, Спасибо. Было абсолютно разные предложения, но я же говорю, наверное, то, что мне больше всего понравилось, когда я нанимал каких-то очень важных людей, они всегда говорили, что они смотрели подкаст. И я раньше никогда о том не задумывался, что для того, чтобы пойти на работу, нужно сразу посмотреть об этом человеке хоть что-то. И оказывается, теперь хоть есть что смотреть, потому что, есть какой-то Женя, там, нигде никакой информации нет, а тут есть просто понимание, чем мы занимаемся. Поэтому я понял, что подкасты — это обалденная возможность рассказать людям о том, что мы реально делаем. И мне очень нравится, что множество клиентов идут на продукт. Я понял, что такое
магнит продукта вот Apple, да, что вот типа как бы там ни рассказывали, там какой-то продукт выходит, там где-то они там что-то накосячили, не доработали, но ты любишь этот продукт, любишь эту компанию, ты ее поддерживаешь. И у меня бывают ситуации, что меня просто ловит кто-то в шоуруме у нас и говорит: я знаю, ты собственник этой компании, блин, вы красавцы, вы такой продукт Потому что сделали. еще на подкасте видел тебя, и он клиент твой, да? Да, но не только, причем мы даже англоговорящие, я не знаю, как они. Ну, у нас, правда, там мы начали в инсту выставлять там с переводами, и меня люди начали узнавать. Прикол. И прям, и многие приходят, говорят: можно, пожалуйста, мы вам с вами будем работать. И мне некомфортно, потому что я не привык, что типа вот ко мне так обращаются, но я типа обычный парень, мы типа создали свой продукт, а здесь такое отношение, они типа приходят, и для меня это уже настолько обыденность, а они приходят и говорят: чувак, у тебя 300 машин, как ты до этого дошел? Ну просто медийка показала, насколько у вас действительно хороший продукт, понимаешь? Если продукт говно, а в медийке ты говоришь, Ну да, что да, да. мы крутые, мы такие, да, все равно люди на Google Maps Review все равно покажут, кто ты Конечно. такой на самом деле, Конечно. и в поиске все будут это видеть. Ну круто, то есть видишь, медийка и для сотрудников приятно, и спецов приводят, и новые коннекты, контракты, потенциальные предложения там на сотрудничество. Да, да, Супер работает. Поэтому этот подкаст, ребята, представьте своим друзьям, он очень крутой. Женя рассказал очень много про сложный операционный бизнес. Шерьте это с друзьями в телегу, выкладывайте это в Инстаграм, да и просто пошлите маме в WhatsApp или папе, потому что он очень крутой. Вот. Вместо открытки там, с 8 марта пошлите этот подкаст. Как ты запускаешь новые бизнес-юниты в команде? Высаживается какой-то уже опытный чувак из текущей команды и собирает вокруг себя новых ребят. Либо ты вообще со стороны кого-то нанимаешь, и он строит яхты, потому что у него есть экспертиза по яхтам. Опять-таки, у нас нету такого прям количества бизнес-юнитов, чтобы, ну, типа, прям такую экспертизу давать. То есть текущая, к примеру, давай начнем с того, что у нас есть некая группа компаний, и мы всегда строим новый процесс под конкретного человека. То есть вот у нас есть список того, где бы мы хотели быть, но мы туда не рыпаемся, пока у нас нету конкретного менеджера, вот который возьмет типа вперед и скажет: давайте за мной, погнали. Конечно. Поэтому первый шаг, мы находим человека, который ответственный за этот департамент. Дальше под него мы уже выстраиваем весь маркетинг, отдел и так далее. Это человек изнутри, либо вы ищете извне? По-разному По-разному, бывает. да. Вот, допустим, сейчас под яхты мы хотим взять человека извне. У нас уже есть как бы такой кандидат, но бизнес, юнит-экономика, там, бизнес-процессы, маркетинг, мы это все там анализируем, жуем это все там по несколько месяцев, там, по году, высматриваем, выстраиваем, считаем, анализируем, то есть держим руку на пульсе, когда мы обладаем какой-то информацией, находим какой-то триггер, вход в бизнес, мы туда заходим. И бывает такое, что мы там общаемся, на примере тех же баги, и думаем: блин, было бы круто. Ну, это как бы продукт, абсолютно не конкурирующий с нами. Это может быть доп. Продажа. И все, мы как бы идею в голове держим, у нас там есть собранная семантика, мы понимаем количество запросов, знаем примерные цены, знаем, кто продает, как продает. И тут происходит просто знакомство с нашими хорошими друзьями, ребятами Big Red. Вообще красавцы. Ну, они очень толковые, у них хороший продукт, и мы такие типа: давайте делать вместе, давайте. Там, ударили по рукам, все, мы понимаем, что мы надежные ребята, есть общие как бы знакомые, мы все это там проверили несколько раз и очень плавно запустили. То есть не так, что типа бах-бах, завтра полетели. Знаешь, такой раскачка, там, подготовка, да, там сделали, вылезали там страницы, лендосы, что-то там сделали, как-то все, и вот оно пошло. И оно по чуть-чуть набирает обороты. Вот такой у нас уже есть опыт. Яхты вообще, в принципе, я хотел с самого начала запускать с машинами. Там очень много сложностей. Там вообще другой бизнес. Вообще да? другой Не бизнес. тачки. Нет, это другой бизнес, он очень похож по принципу. Он достаточно известный по Дубаю. То есть это такой, скажем, это хороший досуг. То есть на яхту средний житель Дубая, там, резидент, ну, минимум там 3-4 раза в год выходит. Да? Да. То есть это хороший досуг, когда очень жарко, там можно выйти, там, попрыгать, да. Можно покупаться, либо просто в море выйти, ну, тоже красиво, прикольно, там, ночное. Часто дни рождения отмечают на яхтах. То есть это некий Тусовки, вид досуга. Да. Бизнесовые тусовки. Да. И он как бы круглогодичный. То есть даже летом яхты катаются. И я это понимаю, там нету такого KYC, то есть там, ну, ты
тебе 18 лет, 15, 10, там, 30, не имеет значения. Ты не будешь эту яхту рулить, то есть тебе надо просто заплатить деньги. Всегда капитан есть, который Да, входит в да, стоимость, да? целая команда. И ты просто выбираешь, либо ты там ее берешь на 2-3 часа там, или на 6 часов. То есть зависит от твоего бюджета и размера яхты. Вот и все. То есть с точки зрения как бы бизнеса, ну, интересно. Но там тоже много нюансов. Там тоже геморрой есть. Опять-таки, я понимаю, что когда мы зайдем там в какой-то серьезный поток трафика, нам начнут там выкручивать руки поставщики, а в яхты я бы не хотел идти, потому что, ну, Свои яхты риски имеют это флот. пипец, да. Прикинь, какой-нибудь шторм. Нет флота, да? Ну, как бы там не все так страшно, но опять, смотри, я бы, наверное, типа не отказывался от своих слов. Наверное, придет момент, когда мы зайдем в яхты, потому что по-другому там бизнеса не будет. И я понимаю, что это просто будет правильная юридическая схема, где есть отдельная компания, на которой есть яхты. Эти яхты обслуживаются нашими людьми, это все подконтрольно. И ты понимаешь, что тебя никогда эти ребята не подведут. Это твоя команда. Если они тебя подвели, они будут уволены. Понимаешь? И твоя лид-ген платформа отдает лидов на эту компанию, эта компания обслуживает эти яхты, и все работает. И То есть еще у тебя условия по лизингу с банками хорошие рядом, Да. еще твоя Юрка там, Да, и там поэтому- еще и селзы, которые провожают на яхту, Да. твои, а не которые будут идти там, не знаю, в шлепках, рванах и повести свадебную какую-то церемонию на яхту. Ну да, то есть с этой точки зрения давай быть как бы откровенны для бизнеса. Что такое там типа 3 года? Вот мы 3 года в Operation Rent-A-Car. Это немного, я считаю. Немного. Вот. Там нашей платформе мы с 2018 года, ну там будет 6 лет вот в сентябре. Может быть там на отрезке в 2-3 года мы туда пойдем. И условно там к 10 годам это будет какая-то огромная компания, если все будет хорошо, и будут разные департаменты, и свои будут яхты. Может даже вертолеты свои будут. Потому что нас, допустим, как бы очень хорошо просят и приглашают в Европу создать такой же продукт по вертолетам. Тоже по аренде. Супер, у меня даже были лиды по вертолетам, я думаю, кому отдать лиды по вертолетам? Ну вот, а здесь это монополия полная, то есть здесь сложно будет с этой историей. Поэтому как бы, типа, может быть, мы вообще завтра вырастем, и это будет, знаешь, не только аренда машин, а там разных видов услуг. У тебя же еще есть эти гидроциклы, квадроциклы, Да, там, самолеты, мотоциклы люксовые, Дукати, Бугатти, всякие. Ну, мотоциклы рисковая тема, но я уверен, что есть тоже такое направление. Нас приглашали на Бали с мотоциклами, там, с мопедами, говорят, делайте тут, Там пожалуйста. какой-то дикий запад тоже, вот когда ты снимаешь мопед, это в каких-то чатах постоянно, я всегда беру X-Max, либо там T-Max не брал ни разу, либо Форзу какую-то, в зависимости от островов там страны. Ну, всегда что-то большое практически, но все равно на автомате. Да. И найти неубитый, который там, 50 тысяч моточасов на нем там проезжено, да, неубитый, который доставят, который там, у тебя не будет депозит там с полотого мопеда, это очень сложно. Ну То есть да. там, а их часто берут, там вообще как бы оборот, там чек меньше, да, но оборот этих мопедов на Бали, ты понимаешь, он какой, особенно в Новый год, там Да. по 3-5 дней берут, ценник зашкаливает вообще. Ну и вообще, видишь, сейчас вся тенденция мировая идет к тому, что аренда вытесняет собственность. Зачем тебе держать собственности, если тебе дают какие-то комфортные условия аренды? И люди очень много перемещаются. Ну, да. 20 лет назад ты жил в одной стране, а сейчас, типа, допустим, для меня цель там жить на 2 страны хотя бы. Мне Кто-то тоже живет на интересно. 2-3 страны. Зачем тебе в собственность ты Мне арендуешь? скучно в одной стране Ну вот. жить, как бы. Везде плюсы, минусы. год, да. да. Я Тут хочу- ты компенсировал природой, кухней, тут ты компенсировал нетворкингом, тут Да, еще тут что-то. бизнес-вайб Дубая, конечно, но из природы вот максимум вот эти пальмы, которые стоят. Ну да, поэтому И то они поэтому искусственные, аренда, поэтому аренда там на перспективу там 5 лет будет, таких 5, я думаю, в течение 20 лет будет расти, несмотря там на кризисы и на все. Да, 100%. Во всем, в принципе. Ну, поэтому я желаю вам, чтобы у вас был весь транспорт, который можно в мире сдавать в аренду, был на ренте. Он был не только АЕ, но и КОМ, НЛ, ЕС и КОМ AR в Аргентине, потому Спасибо что там большое. вообще дикий запад. Очень круто было с тобой пообщаться, познакомиться. Спасибо, что рассказал, как вы построили такую крутую компанию. Спасибо большое за приглашение. Было очень приятно познакомиться. И я тоже смотрю твой YouTube-канал. Спасибо за то, что ты тратишь свою энергию и даришь людям возможность познакомиться с бизнесменами, услышать истории. Это неоценимый труд.
Спасибо тебе огромное за то, Стараемся что делать пригласил. выпуски лучше и лучше. Да, Надеюсь, зрители вам зайдет. Поэтому контакты Жени будут в описании. Подписывайтесь на его соцсетки. Следите за Ренти. И спасибо, что смотрели этот выпуск. Всем пока.